В интернете мало информации об этой игре и о компании, которая ее сделала. А на ютубе я нашел только часовые прохождения этой игры. Поговорим сначала о компании и потом про саму игру. Сделала эту флеш-браузерку Flipline Studios. В 2004 году Тони Саллери и Мэтт Неф основали компанию Flipline IDS. В основном у них игры для телефонов с папиными пиццериями. И первое, что они сделали, это комикс под названием Freezing Point. Уже в 2006 году они решились создавать флеш-игры. Flipline IDS была переименована в Flipline Studios. Итак, заставка. Кстати, анонс сиквела был аж 30 сентября, а вышла она 6 октября 2011 года. Новые игры каждый четверг. Первый уровень, там был Вуд. Это у нас первый уровень. Появляемся мы в пустыне. Сразу скажу, управление для сегодняшних дней немножко нестандартное. Ходить на стрелочке, прыгать на F. Чтобы спуститься вниз, зажимаем вместе F и стрелочку вниз. Бить и стрелять на И, лезть по веревке стрелочкам влево и направо. А если вы хотите стрельнуть в бок или наверх, зажимаем стрелочку, какую хотите, и нажимаете И. Поднять предмет на стрелочку вниз, кинуть его на В. Этот дух, что был в комиксе, будет ставить нам чекпоинты. При нажатии на меню будет выбор. Арея — это в принципе то, что вы сейчас видите. Там, где статс, мы можем улучшать удары, стрельбу, жизни и в принципе все такое. Бэджес — это у нас ачивки. Арсенал — это все наши оружия, которые мы подобрали и использовали. У меня лично 8 страниц. В Controls мы можем изменять управление, то есть я думаю, это очень удобно. И из-за того, что это игра 2011 года, тут у нас стрелочки, и мы можем поменять на WASD. В Help у нас вся помощь, информация, как, что делать, какие кнопки нажимать. А в More Games у нас просто другие игры. Что-то я подзабил на остальную часть видеоролика, но там дальше будет просто прохождение, можете даже не смотреть. Пох просто. Все равно только 2% смотрит видео до минуты, не жалуюсь. А еще, я узнал, что только 18,2% зрителей смотрите подпиской и 81,8% без подписки. Подпишись, пш-пш-пап-пус-пус-пус, тут будет интересно. Видео каждые 2 недели. Левел 2. Мусорная дорога. На второй арене мы также в пустыне. В принципе, этот уровень от прошлого не сильно так отличается, но в сравнении с прошлым тут уже без обучалок. Задача этого уровня — лезть по веревкам, заменять флаги на свои и решать наши первые задачи. В конце уровня в большом сундуке нас ждет калейдоскоп. Появляемся мы на новой локации. Первое, что просит нас сделать — взорвать проход вверх на летящей бочке.
Это и есть вся цель этого левела, на нее больше нечего сказать. В конце левла в качестве награды корона. Колючая степь. Наш первый босс уже на 4 левле. Вначале также взрываем стену новым оружием. Сейчас будет таймлапс. Награда яйцо. Южный ветер, мой, наверное, самый любимый уровень, правда в качестве миссии я его даже на 35% пройти не смог. Слишком уж сделали его как-то сложнее в понимании. Переносимся на поезд, будем тут таскать ящики и пытаться не упасть с поезда, опять же повторю, сейчас идет просто прохождение, все смешнявки моменты были в начале. А сейчас таймлапс. Награда большая сосулька, можно-с. Туннель черного камня. Спускаемся в шахту, уворачиваемся от противников и камней, катаемся по вагонеткам, не уровень, а сказка. Награда черное сердце. Пешера бедствие, продолжение прошлого уровня. Тут у нас те же самые задачи, только тут уже добавили летящие камни, которые падают на нас. Награда «Ночник из Икеи». Порт Скамвелл, в этой Мексике с пальмами и попугаями нас ждет второй босс, Варан. Этот 7-й уровень самый красивый из 12, кстати, нам осталось только 5 арен.
Награда жемчужина. Тупиковый канал. Водяной уровень, затыкаем трещины в суднах и ставим коробки на воду, чтобы пройти, тоже довольно интересный уровень. В конце получаем золотой штурвал. Главное тут, всегда имей при себе эти стрелы, по которым ты можешь забираться на возвышенности. Сама локация джунглей запутанная. Наш трофей – сиреневый череп. Речные пороги, наполовину водяной уровень, еще одна локация джунгли, кстати, 12 уровень тоже будет джунгли. Награда – какой-то папирус в трубочку. Руины Калаверы — это самый последний по следаний левел, где нам нужно будет сразиться в третьем и последним главным боссом. Правда, он не такой сложный, каким я его, а точнее ее представлял. Женя, все-таки, сам уровень было сложнее пройти, с этими головами я очень долго мучился. С нашими двумя боссами мы миримся, Эллу мы спасли все вместе, все счастливы, последняя награда, золотая медаль за спасение Эллы. Прошел я эту игру за 4 часа 12 минут 48 секунд, но если вы не даун, сможете пройти и за час. Всем пока, спасибо за просмотр, встретимся вновь, удачи!